Миллиардер Кристиан Хартман вернулся домой глубокой ночью в свой пентхаус в Сан-Франциско, ожидая привычной тишины и стерильного порядка, к которому он привык за годы успешной карьеры. Город за окном погрузился в сон, а улицы отражались в панорамных стеклах особняка, словно приглушенное эхо его собственного одиночества. Все должно было быть идеально: пустые коридоры, чистые полы, без единого пятна, без неожиданностей. Но привычная тишина была нарушена в ванной. Там, прислонившись к раковине, стояла Лили Брукс, его горничная. Два младенца крепко привязаны к ее спине в переноске, спящие в ярко-оранжевых комбинезонах, которые словно бросали вызов строгой эстетике особняка. Пол был застелен полотенцами, впитывающими воду из капающего крана, а рядом на столешнице лежал кухонный нож, маленький, но тревожный символ того, как близка была опасность. Сцена была одновременно хаотичной и удивительно организованной. Лили выглядела усталой, но ее движения были точными, выверенными, словно она решала задачу, которую никто другой не мог выполнить. Она остановила протекающий кран, вытерла воду, убедилась, что дети в безопасности, и сделала все возможное, чтобы сохранить порядок, несмотря на риск собственной безопасности и нарушение строгих правил Хартмана. Кристиан сначала стоял в шоке. Его привычный мир идеальной аккуратности и дисциплины рушился перед глазами. Но затем, шаг за шагом, он стал замечать детали. Аккуратные складки полотенец, мягкий ритм дыхания детей, чистоту, которую Лили поддержала даже в экстремальной ситуации. Он осознал, что перед ним не хаос, а выживание, чистое, честное и человечное. Это понимание проникло глубже, чем он ожидал. Впервые за долгие годы он почувствовал, что человечность может быть важнее идеальной чистоты, что забота и ответственность важнее регламентов и правил. Его взгляд на работу, на подчиненных и на собственное окружение начал меняться. Вместо того, чтобы наказывать Лили, он позволил ей остаться и помогать детям. В особняке была подготовлена полноценная детская, безопасное пространство, игрушки, яркий свет, мягкие ковры, все, чтобы младенцы могли расти без угрозы. Компания Хартмана начала вводить новые правила. Гибкий график для родителей, поддержка сотрудников с детьми, культура, где человеческая жизнь и забота превыше формальных требований. Со временем Лили перестала бояться потерять работу, работая спокойно и уверенно. Кристиан, наблюдая за ней и за детьми, научился ценить людей, а не только результаты и идеальный порядок. Младенцы росли в безопасности и любви, а особняк перестал быть символом холодного богатства. Он стал домом, где человечность измерялась поступками, а не регламентами. Правила больше не задавали границы жизни, а поддерживали ее. И в этом новом балансе между порядком и заботой, между работой и жизнью, каждый чувствовал себя частью чего-то настоящего. Вот такая удивительная история. Дорогие друзья, если вам понравилось видео, поставьте лайк, а также подписывайтесь на канал, впереди еще много интересного.